Доброй ночи, друзья. Многие из вас слышали о таком понятии, как венец безбрачия, печать одиночества и так далее, и так далее. Венец безбрачия на самом деле встречается очень редко, хотя последние годы, насколько часто мы видим, очень многие так называемые колдуны, экстрасенсы, не знаю, как их еще величают, все время находят у женщин венец безбрачия. Однако венец безбрачия, чтобы наложить на человека, нужно делать специальный ритуал. И не каждый это может. И из рода в род очень редко передается по родовой линии венец безбрачия. Одним словом, это очень редкое явление. Но есть такое явление, как печать одиночества. Печать одиночества нужно, то есть можно наложить, можно перетянуть от человека, можно заслужить, если ты уводишь чужого мужа и тебя проклинают, то либо ты всю жизнь не устраиваешь свою жизнь, либо твоя дочь. Но иногда для того, чтобы отомстить человеку, колдуны могут наложить печать одиночества. Вот сегодня я буду делать некий ритуал, называется печать одиночества. Или вечного одиночества, как хотите. Но я хочу вам сказать, что этот человек никогда не устроит свою судьбу. Никогда. Вот иногда спрашивают, а почему, например, мы своих врагов сразу не делаем на них порчу на смерть? Зачем это делать? Это неинтересно. Интереснее мучить, смотреть на мучение человека и понять, что этот человек уже осознал и пришел к выводу, что он ничто по сравнению с тобой, и зря он с тобой враждовал. Магия, она на самом деле связана с логикой, никогда не расстается со здравым смыслом. Просто так мы никогда не трогаем людей, никогда. Просто так мы не делаем какие-то страшные обряды. Нас нужно до такой степени довести, нам нужно до такой степени надоесть, чтобы мы действительно взяли и сделали такое. Но в данный момент человеку мне действительно до такой степени надоело. Я знаю, что она следит за моими роликами, она наверняка поймет, о ком речь. Некоторые из товарищей, которые мне доставали, сейчас лечатся от страшных болезней, пусть лечатся. Хорошо, что нас боятся. Если бы нас не боялись, то, наверное, мы были бы абсолютно беспомощны. Но так как они знают, что за обиду, нанесенную нам, несправедливую обиду, они заплатят иногда и жизнью, то это нас в какой-то мере спасает. Но в конце концов этим мы заслуживаем какой-то авторитет и так далее, уважение. Значит, для того, чтобы наложить печать одиночества, нам пригодятся некоторые вещи. Черная свеча. Черная свеча должна быть одна здесь. Остальные свечи можно просто для освещения поставить. Этот шкафчик, он мне просто для моих дел. Но он очень красивый, правда? Он напоминает такую старинную мебель. Я люблю все, что связано со стариной, поэтому их собираю. Итак, вот черная свеча должна быть одна. Остальные свечи можно для освещения ставить сколько угодно подальше от основного места, где мы будем делать свой ритуал. Вороньи перья крест-накрест ложим на фото. Фото переворачиваем лицом туда, на черную ткань. И соль. Вот соль насыпана. Следующее, что нам нужно, значит, осина. Маленькая ветка осины. Но в этом случае годятся и тополь, и другие деревья, но с осиной намного сильнее. Итак, еще раз. Вороньи крылья, крест-накрест. Ой, не крылья, извиняюсь. Перья, и уже заработалось. Ну и крылья пойдут. Черная свеча, фотографии. Непринужденная обстановка. В основном здесь все зависит от нашей силы, воли, желания и подготовки. Я буду читать
не останавливайся. И ничего не буду объяснять. А после уже объясню, что я сделала. Итак, как свеча одинокая стоит, да покойник в своей могиле один лежит, так и ты будешь одинока. Одна как перст, одна как сайгак в поле, заклинаю тебя бесом бесовичем, сатаной сатановичем, Иудой висельником, будешь одна до гробовой доски, нема. Как свеча одинока, да покойник в своей могиле один лежит, так и ты будешь одинока. Одна как перст, одна как сайгак в поле, заклинаю тебя бесом бесовичем, сатаной сатановичем, Иудой висельником, будешь одна до гробовой доски, нема. Как свеча одинока, да покойник в своей могиле один лежит, так и ты будешь одинока. Одна как перст, одна как сайгак в поле, заклинаю тебя бесом бесовичем, сатаной сатановичем, Иудой висельником, будешь одна до гробовой доски, нема. Как свеча одинока, да покойник в своей могиле один лежит, так и ты одинока будешь. Одна как перст, одна как сайгак в поле, заклинаю тебя бесом бесовичем, сатаной сатановичем, Иудой висельником, будешь одна до гробовой доски, нема. Как свеча одинока, да покойник в своей могиле один лежит, так и ты одинока будешь. Одна как перст, одна как сайгак в поле, заклинаю тебя бесом бесовичем, сатаной сатановичем, Иудой висельником, будешь одна до гробовой доски, нема. Как свеча одинока, да покойник в своей могиле один лежит, так и ты одинока будешь, одна как перст, одна как сайгак в поле, заклинаю тебя бесом бесовичем, сатаной сатановичем, Иудой висельником, будешь одна до гробовой доски, нема. Как свеча одна, да покойник в своей могиле один лежит, так и ты одна будешь. Одна как перст, одна как сайгак в поле, заклинаю тебя бесом бесовичем, сатаной сатановичем, Иудой висельником, будешь одна до гробовой доски, нема. Как эта свеча одна, да покойник один в своей могиле лежит, так и ты одинока будешь. Одна как перст, одна как сайгак в поле, заклинаю тебя бесом бесовичем, сатаной сатановичем, Иудой висельником, будешь одна до гробовой доски, нема. Как эта свеча одна, да покойник один в могиле лежит, так и ты одинока будешь. Одна как перст, одна как сайгак в поле, заклинаю тебя бесом бесовичем, сатаной сатановичем, Иудой висельником, будешь одна до гробовой доски, нема. После того, как прочитали, говорим следующее. Как соль соленая, так и слезы твои соленые будут. Будешь соленые слезы лить до гробовой доски, нема. Каркай в одиночестве, как ворона каркает, нема, нема, нема. Каркай в одиночестве, как ворона каркает, нема, нема, нема. Не осину ломаю, а твою судьбу ломаю. Не осину ломаю, а твою судьбу ломаю. Не осину ломаю, а твою судьбу ломаю, нема. После того, как мы это все прочитали, заворачиваем это все в черную ткань, вместе с фотографией относим и кидаем либо в прорубь, либо в пруд, неважно, искусственно или нет. Главное, чтобы вода не была проточной, то есть она не должна течь не в речку, а именно в пруд или в болото, в такое место, где вода стоит. Стоячая вода, стоячая жизнь, стоячая судьба. Ничего никуда не идет, ничего не меняется. То есть жизнь человека практически загублена. Если у этого человека кто-то есть, этот кто-то в скором времени уйдет, у них начнутся терки, у них начнутся всякие передряги, всякие скандалы и так далее на ровном месте. И как бы человек не старался, этот человек вот это снять не сможет. И как только вот эта мадемуазель еще раз появится со своим ядом брызгать, значит, то, что я сделала, получилось. Собственно, таким образом я и определяю, стрела дошла или нет. Завтра я буду делать на нее на паралич, на безденежье,
на могиле младенца. И потом, через некоторое время, мы посмотрим реакцию данной особы, как она будет плясать и кувыркаться на моей странице, куда она, наверное, ходит как на работу. Кстати, ходит под невидимкой. Она поняла, о ком я. Я тоже поняла. Всего доброго. Всем удачи.